Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева, юрист в Дубае. В данном видео я расскажу вам о том, какие документы вам необходимо подготовить, если вы собираетесь получать визу резидента. Подписывайтесь на меня на YouTube-канале, в Instagram-канале, находите информацию более подробно в моих социальных сетях, друзья. Ставьте лайк этому видео и в комментариях можете писать свои вопросы, если у вас возникли. Итак, друзья, для того, чтобы в последующем, после того, как вы приедете на территорию Эмирата, у вас не возникло проблем, потому что вы уже на территории Эмиратов, а какие-то документы вам не достают, чтобы исключить бюрократические проволочки, как мы их называем, и сэкономить себе время и нервы, я рекомендую вам обязательно позаботиться предварительно и подготовить заранее свои документы. Итак, какие документы у вас будут запрашивать на территории Эмиратов? Первый самый главный документ — это паспорт. Понятно, что вы приедете с паспортом, и, конечно, там будет штамп заезда. Этот штамп тоже важно отсканировать и сохранить себе, потому что в государственных органах запрашивают именно вашу туристическую визу или штамп заезда. Второй важный документ, друзья, обязательно с собой захватите ваше личное фото, это документального образца на светлом фоне вам нужно будет, либо вы можете, конечно, сделать здесь по приезду. Одним из важных документов является при переезде с семьей, это легализация свидетельства о регистрации брака и свидетельства о рождении детей, друзья. Не вдаваясь в подробности, рассказывая вам нормы международного права, друзья, хочу просто коротко отметить, что, пожалуйста, не перепутайте порядок легализации и порядок апостилирования, потому что по факту это два разных процедурных вопроса, которые преследуют одну цель. Эмираты не присоединились к этой конвенции, которая упрощает порядок легализации документов, поэтому делается более сложный многоступенчатый процесс легализации. Легализация документов, если коротко говорить, она проводится сначала, нотариально заверяется перевод. Второй этап — это Министерство иностранных дел вашей страны, консульская служба ставит свой штамп, берет за это определенную плату. И третий орган, который ставит свою печать, это еще на территории вашей страны, это посольство Объединенных Арабских Эмиратов на территории вашей страны, также берет определенные сборы и ставит штамп на вашем документе, на копии того документа, который вы им предъявляете. Четвертым этапом, друзья, уже на территории Объединенных Арабских Эмиратов ваш документ необходимо будет проставить штамп, оплатить также государственную пошлину в Министерстве иностранных дел. Очень важно обратить внимание, друзья, на этот процедурный вопрос, потому что вы можете уже начать его делать, его обязательно надо сделать, если вы переезжаете с семьей, с супругой, будете получать визу резидента, это будет требоваться в обязательном порядке. И эти документы часто спрашивают, на какой язык переводить, и в данном случае вы принимаете решение сами. Если вы делаете это на арабском языке, к сожалению, часто бывает, что переводы бывают некорректные, у вас могут пройти ошибки в имени, указании, либо еще какие-либо факторы, которые просто, скажем так, потребуют того, чтобы вы вернули документы и переделали. Поэтому, если вы переведете на английский язык, а в последующем вы имеете возможность здесь уже с английского перевести на арабский язык. Процедуру можно делегировать кому-то по доверенности, этим занимаются специализированные агентства, либо этим вы можете заняться сами. Еще одним важным документом, друзья, является подтверждение места вашей регистрации, места жительства. То есть это может быть квитанции, коммунальные платежи, которые приходят на ваш адрес, либо это может быть выписка с банковского счета, где указан ваш адрес, либо это бывает в паспорте в самом, у некоторых граждан некоторых стран есть указание места регистрации, его места жительства. Еще одним важным документом, друзья, является выписки с банковского счета за последние 6 месяцев. Эти документы должны быть переведены на английский язык, а также убедитесь, что вы можете получить, иногда бывает, что банки запрашивают не за последние 6 месяцев, а за последний год или даже более. То есть эти документы нужно понимать, что вы должны получить к ним свободный доступ, иметь возможность всегда их предоставить. Друзья, очень важно также с собой забрать и захватить документы, которые подтверждают происхождение ваших денег. Это могут быть договоры купли-продажи, если вы продавали квартиру или автомобиль. Это могут быть документы, подтверждающие, что вы
получили займ, возможно, вы получили наследство, то есть все документы, которые объективно подтверждают законность, легальность ваших денег, источников получения этих средств. Друзья, что касается переезда с детьми, особо обращаю внимание, что вам необходимо будет обязательно со школами проконсультироваться, какие документы им нужны. Это, как правило, частные заведения, поэтому у них свои требования, не обязательно, возможно, им делать легализацию документов, но это лучше уточнять с ними. Часто бывает, что школы могут, в принципе, ограничиться нотариально заверенным переводом вашего документа, да, об убытии ребенка из школы, о снятии его с учета в школе, а табель, может быть, нужно будет, то есть заверить просто нотариально, этого достаточно. Поэтому эти вопросы нужно уточнить со школами. Каждая школа имеет свой перечень документов, они, как правило, основные одинаковые, но от школы к школе разнится. Друзья, очень важный документ — это диплом о высшем образовании, обязательно его также надо будет легализовать. Документ, который подтверждает ваше высшее образование, он часто очень требуется, если вы трудоустраиваетесь, если вы получаете визу инвестора в недвижимости, либо вы получаете визу, как создаете компанию. Не всегда эти документы нужны, в принципе, можно обойтись без этого диплома, но если вы трудоустраиваетесь, не исключено, что даже если вы думаете, что вы сейчас не трудоустраиваетесь, но в последующем, может быть, вы получите предложение о трудоустройстве, и пусть этот документ у вас будет также готов, легализован. Друзья, это была основная информация по тем документам, которые надо с собой привезти обязательно для получения визы резидента, для того, чтобы вы в последующем могли адаптироваться. Также водительские права вы с собой возьмите. Если у вас есть международного образца, то это замечательно. Но, как правило, граждане наших стран, в частности Казахстана, не имеют таких водительских прав, которые признаются, поэтому очень важно либо получить на территории уже Эмиратов, в последующем, когда вы будете резидентами, вам нужно будет обязательно получать новые водительские права. Друзья, если у вас есть дополнение к данному видео по поводу документации, которую нужно с собой брать в Объединенные Арабские Эмираты, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Давайте будем помогать друг другу, делиться информацией. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае. Спасибо большое за внимание. Всем пока.